достаточно обычный советский трехлитровый банк. Сейчас будем опять фокусы показывать. Давай, хочу больше огня. Оп. А чё мы, кстати, сиськи-то мнем? А что общего между бутылкой воды, графином, аквариумом, кроме того, что люди на это падают и из них это исправно достают в кабинете хирургии? При небольшом количестве солнечного света вся эта херня может поджечь твою квартиру. С вами Даня Крастер, лаборатория БНБ, и сегодня мы узнаем, насколько опасна обычная ваза с цветами, стоящая на подоконнике. Ты наверняка видел новости с заголовками типа «Солнце подожгло квартиру», «Ваза спалила шторы», «Аквариум устроил пожар на балконе». Звучит как страшилка для бабушек, но это реальность, и происходит такое каждый солнечный месяц. Питерцам в этом плане даже фартануло. Так в чем прикол? Почему солнце, которое греет тебе спину, вдруг превращается в лазерную пушку? Ответ, как всегда, достаточно прост. Физика за 8 класс, которую, походу, прогуливали пострадавшие тех новостей. Стекло само по себе не опасно. Обычное окно пропускает свет почти без изменений. Но как только появляется кривизна, а она есть у любой бутылки, вазы, аквариума или хрустальной фигурки, начинается некоторая магия. Эта кривизна превращает обычный предмет в линзу. Если солнечные лучи соберутся в точку размером со спичечную головку, то температура в фокусе поднимется до 300-400 градусов. Бумага, если что, загорается при 230 градусов, ткань при 250, дерево около 300, так что для огонька не так уж много и надо. Получается, что стеклянный предмет на подоконнике может превратиться в зажигалку, которая рандомно загорается без твоей помощи. Какой-нибудь солнечный зайчик от бутылки может прыгать по комнате несколько часов, пока не упрется во что-то горючее. И вот тогда случится пи***ц. В интернете полно видосов, как через стеклянный шар за секунду поджигают газету. А теперь представь, то же самое, но без спецэффектов. Обычный солнечный день в твоей комнате, кувшин с водой на подоконнике и вот новый диван в зоне риска. Звучит как паранойя? Ну, для этого мы сегодня тут и собрались. Проверим все солнечные байки в нашей лабе. Перед тем, как мы перейдем к изучению всякой конструкции линз, которые у нас остались после съемок различных научных шоу, давайте пару слов, почему вообще линза работает таким образом, что собирает в кучу. У нас есть свет, фотоны, которые и волна, и частицы, которые там куда-то летят. У них есть скорость, ну, типа скорость света. 300 тысяч метров в секунду, там, бла-бла-бла, но это в вакууме. Как только свет встречается с какой-то плотной средой, вода, стекло, ну или что-то хоть немного прозрачное, он начинает замедляться, и это выражается в том, что он начинает менять свою траекторию движения, то есть преломляться. Вот, видите, у нас здесь блок обычный, с прямыми краями, но все равно сместился у нас луч относительно того, куда он прострелил. Что происходит, когда мы берем самую простую, всем знакомую, двояко выпуклую линзу? Вы можете ее встретить у Шерлока Холмса, в первую очередь. Как только у нас лучи через нее проникают, они замедляются таким способом, что все встречаются вот в этой точке. Это называется фокусное расстояние вот этой линзы, которая равно там каким-то сантиметрам. И получается, что вся энергия, которая у нас пришла вот с этой вот площади, утыкается в одну точку, и температура там может достигать прямо охренеть каких градусов. Это у нас была двояко выпуклая линза. То же самое может произойти с односторонней выпуклой. Что это такое? Нифига она тут преломила. Я даже не вижу, куда она уткнула эти лучи. Она сфокусировала их внутри себя, и они выходят вообще через одну точку. Типа... Круто. Я даже первый раз такой играюсь. И еще есть геометрия, которую я называю впукло-выпуклая. У нее прикол в том, что фокусное расстояние внутри впуклой части, вогнутой, если быть теоретически точным. И такой принцип вы можете заметить на дне бутылки. То есть это первая аналогия, которая встречается в бытовых штуках. Также выделяют такую геометрию, как круглая линза. То есть это обычный стеклянный шарик. Или же бутылка, наполненная водой. Или же графин, наполненный водой. Или тот же самый аквариум, который все очень любят, который дополняет наш интерьер, и его ставят на окно, наполненное водой.
На этом стенде, конечно, не очень удобно показывать, потому что лучи у нас плоские, но, как вы можете заметить, они кое-как здесь собираются примерно в одно место. Но мы гораздо лучше покажем действие этого шарика на большом прожекторе. Если у обычного бокала, через который проходит свет, недостаточно оптической вот этой вот силы собрать все в одно место, то если мы наполним его водой, он уже превращается... Вот, тоже, видите, линии у нас пересекаются в одном месте, где-то вот в этой точке будет опасность при достаточном количестве света, входящего в него именно. Но не все линзы опасны, и не все они работают по принципу собирания лучей. Есть, например, линза двояко впуклая. Она свет рассеивает, то есть энергия вот здесь на какую-то площадь меньше, чем вот здесь. Но это, конечно, все такая, типа, сухенькая теория, просто чтобы понимать, как это работает. Погнали подтверждать все это на практике. Опыт с поджиганием. У нас есть сюрприз для вас. Студийный осветитель на вольфрамовой лампе накаливания на 5, сука, киловатт. Давайте развлекаться. Ярко. Ну что, давайте экспериментировать. У нас, как обычно, прекраснейшая погода на улице. Добрый день, уважаемые петербуржцы. Погодка то, что надо. Поэтому будем играться с этим прожектором. Начнем с лупы. Лупа. И черный стаканчик. Черный он не просто так. Любой темный цвет, черный в особенности, больше всего поглощает вот эту вот тепловую энергию, и температура увеличивается. Давайте нагревать. Вы можете заметить, что когда я концентрирую лупу, у нас не черная точка привычная, как... Здесь вообще шпарит-то нормально. Короче, не как от солнца получается. У нас получается проекция вот этой вот лампы из светильника. Но даже ее в таком виде хватает, чтобы стаканчик начал дымиться. Интересно, он вспыхнет? Какая у нас точка вспышки целлюлозы? Но он уже начал обугливаться. О, у меня с рукам здесь нужен, короче, перчатки какие-то надо взять. Краги сварочные. Давайте еще немного пожарим его. Блин, вообще ни хреново. В принципе, если раздуть, то и до открытого огня недалеко. О, зацени. Угли. Так, ладно, стаканчик и лупа-линза, все понятно. Давайте посмотрим, что произойдет с шариком. Точнее, что произойдет с свечкой, если мы будем через шар прогонять лучи. Целимся сразу на фитиль. Здесь, кстати, обратите внимание, что вот эта вот фокусная точка, которая у нас от прожектора, она меньше. Конструкция шара такова, что она концентрирует на меньшей площади всю эту историю. И получается, что как будто сам шар собирает меньше энергии, но в этой точке получается гораздо жарче. У меня сейчас рука нахуй вообще сгорит и стлеет. Ладно, продолжаем. Что не сделаешь ради науки. Блять. Нужен небольшой апгрейд моему костюму, чтобы я не охеревал. А апгрейд мы делаем как правильно, как функциональный прототип. Все, технологию можно пожарным продавать. Ну что, продолжаем эксперимент. Дымок пошел. Но она очень сильно дымится, парафин испаряется, достаточно небольшой искорки, чтобы все это вспыхнуло. Но что-то пока температура до точки не добирается. Может быть, сейчас парафин испарится и начнет обугливаться сам фитиль. Не, короче, что-то фитиль не хочет зажигать. Давайте переходить к следующему. Аквариум, который надо заполнить водой. Ну, типа, потому что без воды он вообще может видеть по столу, что здесь пятно такое размытое. Добавляем водички. Видеть бы, что я еще делаю. Бульк. Ставим его на его фокусную точку. Сейчас будем фокусы показывать.
Сейчас там пузыри успокоятся. У нас будет оптическая проницаемость еще получше, но в целом мы можем уже прицелиться. У нас не хватает нужного реквизита. Я должен вернуться к папе! О, пошла. Смотрите-ка. И в точку фокуса давайте положим шерсть мериноса, которую мы использовали для того, чтобы валять всякие предметы. Дурака валять. Сразу у нас пошел дым от нее. Она начала скукоживаться. Интересно, в ней наберется достаточно температуры? Она вообще похожа на идеальную растопку, потому что внутри у нас меньше воздушных потоков, меньше конвекции, и температура имеет свойство концентрироваться, набираться, увеличиваться. Энергия концентрироваться, температура повышаться. Сколько показывает? 260. 260. Мало. А дай я от себя посмотрю. 325, 330, короче, у меня показывает вот здесь, с самой высокой точки. О! Во-во-во-во, смотри. Все, пи***ц. Такой жмых, короче, получается. Окатыш. Сложная геометрия у зеркала, еще воняет, короче, бабкиными носками от шерсти от этой. В таких условиях приходится работать. Безобразие. А чё, как? Поставили прожектор, короче, чтобы он больше попадал на вот эту вот выпуклую с той стороны часть, чтобы больше лучей у нас концентрировалось, а не через верх, не через плоскую часть проходили, потому что у нас получалось две точки фокуса. Нам это не надо. Я, конечно, фокусы люблю, но ничего не вижу. Концентрируемся. Ну, где-то, короче, вот здесь, вроде как, да? Ждем какое-то время. Вот эти, короче, ситуации, которые в реальной жизни происходят чисто из-за какой-то там статистической вероятности, благоприятных факторов на, там, типа 1,5 миллиарда людей, которые аквариумы ставят у окна. У нескольких человек в итоге получается так, что через них что-то загорается. Возможно, это не чипсы, но бывали и случаи, когда в металлической полукруглой наполированной тарелке стояли чипсы, и там как-то, короче, по-хитрому лучи концентрировались внутрь и поджигали их. Я пока не вижу, чтобы что-то вообще происходило. Интересно, почему? Ну-ка, если палец поднесу. Давайте попробуем поближе поставить. О, пошел дымок. Слышу слабые похрустывания. Штативу вообще тут пи*** полный в натуре. Но ничего особого не происходит, масло испаряется на самом деле. И такая ситуация, она тупо из-за того, что прожектор находится достаточно близко. То есть солнце, которое где-то там, это типа для оптики источник вообще там размером с точку. Ну, условно, блядь, вы понимаете. Здесь у нас все-таки на какой-то площади приходится все это концентрировать. Но что-то тут жарко, блядь, со всех сторон. Штатив оплавляется, а чипса все никак, короче, не хочет загораться. А что будет, если черную точку ей поставить прямо вот в центр? Адово концентрированное, короче, солнце. Черный. О, черная точка начала расходиться. Она начала тлеть. Если картошка будет какая-то с изъяном, зацените, что начинает происходить. Мощно пошло. И всего-навсего из одной черной точки. Но, видимо, температуры вспышки не хватает. То есть в районе 200, короче, держится плюс-минус. А если рядом вот у вас спичка оказалась? Загорится она, нет? Хочется добиться температуры вспышки. Где-то сбоку здесь был уголь. Ну давай. Давай. Хочу больше огня. Оп. Пошло. При том, что чипсы — это охренеть какое топливо. У нас даже как-то раз была идея сделать автомобиль, работающий на чипсах. Ну, такой некоторый двигатель. Паровый, может быть? Не знаю. Подскажите в комментах. Погнали дальше.
А я вам напоминаю, что наш мерч можете купить по ссылке в описании. Например, футболки суперплотные из хлопка с принтом, сделанным шелкографией от художника панковских клипов. Не менее охуительные худаки с премиальной вышивкой, которая переживет хрен знает сколько стирок. Она вообще вечная, притом ткань настолько плотная, что весит он в районе килограмма. Мерч получился настолько качественный, что это не просто поддержка нас, это реально охуительная вещь сама по себе. Брелочки из нержавеющей стали, они вообще вечные. Нашивки 5,7 сантиметров на клею и на велкро-липучке. Наша фирменная разработка. Карандаши разметочные, столярные, строительные, с линеечкой. Их можно использовать как штангенциркуль. Также мы добавили товары со старым лого, носочки из 100% хлопка и эмалированные кружки с нанесением горячей деколью. Ты ее хрен чем сотрешь, только скалывать. Не упусти свой шанс зацепить. А вот у нас конструкция с бокалом с водой, который, в принципе, тоже может стоять на подоконнике. И вот такой вот бодягой. Это торфяные горшочки для рассады, которые тоже тусуются на подоконнике постоянно. Сука, поставить не получается. Оп. Прикол в чем? Даже если у нас не хватает самой температуры в зоне, где нагревается вся вот эта вот бодяга, температуры до вспышки, у нас образуются там открытые угли. И здесь, например, если у нас 3 слоя, образуется вот это вот тепловое, короче, ну по типу трута, когда он может растапливаться сам по себе. И, грубо говоря, лежит оно, потом какое-то дуновение ветра, и херак, у нас получается открытый огонь. Сейчас попробуем этого здесь достичь. Прогорел первый стакан, вижу. Дымит вообще супер активно. Даже несмотря на то, что мы палим не солнцем в одну точку. Тлеет, тлеет. Похрустывает что-то. Ну-ка, раздуть получится? О, загорелся, зацени. Ха-ха! Мы добыли огонь солнцем. А, сука. Ну, короче говоря, принцип вы поняли, да? Мощное солнце плюс стакан, плюс энергия, плюс навык, минус жир бы у меня на животе ушел бы еще, вообще было бы замечательно. Мы тут все про какую-то мелочевку на подоконнике говорим. А что если линзу увеличить в десятки раз? Линза размером со здание, как тебе? В Лондоне есть 37-этажное здание Walkie-Talkie, имеющее вогнутую зеркальную форму. И что ж могло пойти не так? В 2013 году один чел припарковал у здания свой Ягуар, а вернувшись через час, обнаружил уже стейк из Ягуара. Местные журналисты потом еще яичницу жарили на месте событий. Забавно, но это был не первый случай подобного проекта у этого архитектора. За 2 года до этого события он спроектировал отель в Лас-Вегасе. И там вогнутый фасад фокусировал лучи прямо на бассейн во дворе. По слухам, у отдыхающих постоянно плавились стаканчики, сумки, а у кого-то даже подгорели волосы. Так что даже архитекторы ошибаются, и если соберешься что-то строить, Рафаэля Виньоли, автора этих зданий, не приглашай. Ну а если без шуток, подобная солнечная проблема имеет всемирный масштаб. В Ростове-на-Дону в 2018 году на парковке местной ТЦшки также поплавился Lexus. Причина все та же. Зеркальные панели фасада сложились в вогнутую линзу и в определенное время под нужным углом открыли портал в ад. Ученые и тут подсуетились, решив использовать такую архитектуру во благо. Так во французских Пиренеях замутили самую большую в мире солнечную печь. Поле из 10 тысяч плоских зеркал отражает свет на одно гигантское вогнутое зеркало. В фокусе температура достигает 3500 градусов. И все это направлено на изучение материалов. А в Китае вообще сделали генератор электричества на тысячах зеркал, направляемых на башню с водой. Я бы в целом не оказался там зажарить курочку или вообще снять продолжение сегодняшнего видоса. Причем таким свойством может обладать даже самая маленькая бодяга типа стеклянного шарика. Я буду пробовать зажечь спичку, потому что, ну, во-первых, она хорошо возгорается, а во-вторых, очень мало площади, с которой собирает лучи в одну точку. Но даже при этом спичка вообще без проблем загорается. Просто, в руках. Магия! Да не то слово. А вот классическая история, где-то мы раскидали игрушки или какие-то побрякушки. Шарик побольше. У него есть такие вот несовершенства в виде пузырей. А даже они не помешают нам поэкспериментировать с телефоном. Что же он с ним сделает? Воу. Очень активно. Температура, по идее, там вообще злостная.
Ну, хотя для пластика сколько надо? Градусов 300-400? Чтобы он просто начал в пепел превращаться, запекаться. Интересно, загорится? Будет у нас момент? Надо как-то почетче держать. Из этого телефона мы вынули аккумулятор, но, сами понимаете, если такой температуре подвергнуть... А чё мы, кстати, сиськи-то мнем? Дайте мне, пожалуйста, телефон с аккумулятором. Да, ты как, ты, блядь, открываешься. О! Блядь, и этот без аккумулятора. Кто-то выел до нас. О, черный аккумулятор. Разъеб. Ну давайте прям сам аккумулятор готовьте, ведро, я туда срать буду. Это, кстати, называется прямогубцы, я выяснил, прикинь. Это не плоскогубцы, и не круглогубцы, и не полукруглогубцы даже. Это прямогубцы. Так, сейчас он как уебет у меня в руках. А заряженный? Будем считать, что да. Давай, литий! Прояви свою силу! Скорее всего, аккумулятор мертвенький. Вот если бы был бы новый, свежий, вкуснейший, заряженный. Мне кажется, я дырку в нем насквозь, короче, уже прожег, тут все равно ничего не происходит. А вот другой аккумулятор, что же с ним произойдет? Другой аккумулятор в другом телефоне, блядь, он вообще начал плавиться, даже я его еще не поднес к фокусу. А я хочу фокусы. Штатив расплавился, всему пиздец. Я вижу аккумулятор сквозь пластик. Это какая-то пленка была. Ну-ка, если потыкать туда. О. Обзоры цифровых новинок на БНБ ТВ. Сегодня в обзоре у нас непревзойденный телефон из нулевых. Очень ремонтопригодный. Просто прекрасный в этом плане телефон. Сейчас еще мы аккумулятор ему подзарядим. На солнце, кстати, заряжается аккумулятор. Работать он больше не будет. Из него вот этот вот знаменитый сизый дым выходит постепенно. Его обратно закачать не получится туда. Ой, аккумулятор сдулся, я домой. Дымок пошел. Я надеюсь, он спустится и не бахнет, потому что если шарик отлетит в лампу, будет как бы, ну, не круто. Ну, короче, вот такое дерьмо у вас может произойти, например, в машине, и вместе с телефоном и вашим любимым шариком еще и машина загорится. Ну, будет бабах-то, нет? Эй, бабах, бабах. Короче, надоело мне ждать. Давайте попробуем подальше от лампы. Следующий. Все это, конечно, невероятно интересно, а вот что с апельсином произойдет? Получится его как-то поджечь, может быть? Ух ты ж, блядь, у нас раскалилось здесь. Можно солнечный шампур делать. Кстати, мы делали уже солнечную печь с помощью такого же этого источника. И у нас получилось пожарить курицу, запечь. О, дымиться начало. Смотрите, черная точка появилась, короче, начало проедать апельсин. Ускоренное гниение. Я думаю, что если бы это была картошка, ее бы, в принципе, можно было бы приготовить на таком солнце. Поэтому мы это дерьмо ненужное, невкусное отставляем. Смотрите, какую дырку прожег. И попробуем что-нибудь приготовить. Из-за повального, блядь, увлечения людей астрологией и всякой прочей бесовской хуйней, у них появляются вот такие вот гадалкины шары. Несмотря на то, что выглядит он прикольный, мне очень нравятся правильные геометрические формы, таит в себе он большую опасность, которую мы, кстати, сейчас проверим. Поджигать будем не что иное, как бекон сырокопченый. Не знаю зачем, ну просто вот мне хочется. Все же, у кого есть такой шар, вот было у вас такое? У вас сразу бекон появляется откуда-то. Я просто голодный сегодня, жрать охота. Смотри, он запекаться начал. Он уже скукоживается. У вас бекон в каком асценденте находится? Не знаю в каком, но обладательница такого шара часто попадают... ну не часто, ладно, периодически попадают в заголовки новостей, как погорельцы, потому что оставили вот эту хуйню где-то на окне.
А вы думаете, почему у гадалок темно вот в их этой каморке, где они там судьбу предсказывают? Ну, чтобы, блядь, не загорелось ничего. Гадалки, не ходи. Ура, у нас появилась точка угольная. В принципе, бекон ничем не отличается от чипсов по своей калорийной способности возгораться. Посмотрим, что произойдет. Давайте поближе подвинем в точку фокуса родимую. Ты смотри, как пошел. Шкварчит. Ну, загореться, наверное, не загорится, он достаточно мокрый, но нагревается жесточайше. Шар тема. А если так? О, пошло, ты смотри, как фигачит. Просто как на сковородке. А вот кому бекона с изоляцией штатива жареный. Запах. Ух, пиздец. Как будто свинья в этом синтетическом комбинезоне в сарае сгорела. Закрепляем банку. Давайте посмотрим, что с алюминием будет происходить. Потому что шар у нас достаточно сильно печет. Мы с ним закончим. Еще другие всякие не посмотрим, как работают в таком ключе. Ну, очень уж интересно, справится ли он с банкой. Зачем мы это делаем? Я не знаю. Чтобы посмотреть, загорится ли он не загорится. Но что-то должно произойти. Заранее я нарисовал черную точку. О, сразу дым пошел. Если дырочку здесь проколупаем, то шаром, получается, можно больше 660 градусов добиться даже не на прямом солнце. Не, нихера. Обман иллюзий. Металл как будто вряд ли поддастся нам в такой конструкции. Маловероятно. Он еще и весь блестящий. Давайте следующее пробовать. Давайте еще одну тему проверим. Бытует мнение, что от донышка бутылки можно разжечь или распалить траву. Блин, я донышко упорол. А есть у нас еще одна бутылка? Еще пару попыток у нас есть. Ну-ка. О, почти идеально, смотри. Итак, эту штуку мы подносим. Надеюсь, она не лопнет в руках. И будем пробовать зажечь сухую траву. В принципе, то же самое сработало бы с торфяным каким-то этим стаканчиком, который мы уже тестили. Эксперимент, конечно, не очень чистый из-за прожектора, но тем не менее... Подайте мне стаканчик, пожалуйста, торфяной. Попробуем стаканчиком прицелиться. Мы фокус здесь вообще не поймаем никаким образом. Слишком слабая линза для того, чтобы этот прожектор на таком расстоянии собрать в какую-то точку. Он будет разогреваться тупо из-за того, что вплотную к прожектору. Нечестный эксперимент. Следующий. Еще одна огнеопасная ситуация, если вы читали газету, особенно если зрение у вас хреновое, диоптрий в очках много, вы очки потом такие положили. А, солнечный день, пойду попью лимонада. И что же происходит? Очков с диоптриями у нас, к сожалению, нет, но есть линза. Если вот так выглядит ваш глаз в очках, то у вас есть большие шансы попасть в огнеопасную ситуацию. Григорию не повезло в этот раз оказаться под нашими лучами славы. Ха-ха-ха-ха. Ну и, короче, газета — это тоже опасная херня, потому что она, прогорая где-то до середины, начинает тлеть. За дуновение ветра все это дело может раздуться. Короче, у меня горит рука в данный момент. Не знаю, как у вас, но я бы закончил этот эксперимент, признав его полностью вероятным. А вот ходит легенда еще, что капли на стекле, они же полусферические, правильно? Они могут сфокусировать солнце и поджарить ваш подоконник. У нас есть кусок подоконника пластикового, матового, кстати. И, соответственно, чем темнее он, тем больше шансов. Поэтому, если вы обработали его какой-то морилкой, варика поджарится еще больше. Ну, типа я такой окно помыл, и у меня капли остались с этой стороны. Я не вижу точек фокусировки вообще. У меня пока что дымился просто подоконник из-за жара прожектора. Кстати, здесь жарче с этой стороны.
Не работает что-то. А если с другой стороны накапать? Капли стандартизированные у нас. Будем ловить фокус. Ну, например, какая мне капля нравится? Вот это больше всего. Рука горит. С этой стороны они еще и высыхают. Пиздец, как быстро. Не-не-я. При определенном стечении обстоятельств линзой может сыграть даже обычная 3-литровая банка, если она наполнена водой. Ну, потому что две стороны у нее выпуклые, объема внутреннего для преломления света хватает, площади сбора энергии тоже хватает, и в итоге она концентрирует здесь все до той температуры, что стаканчик начинает дымиться. Давайте посмотрим, что произойдет дальше. Я вижу, что крайний стакан у нас поменял форму, немного втянулся, а окантовка потемнела. Дым все это время не перестает вообще херачить. Ну вот, все, да, он начал прогорать. Пиздец. Обычная 3-литровая банка. Достаточно обычной советской 3-литровой банки. Все, пиздец. Насквозь, кстати, все 3 стакана прогорели, зацените. Ха-ха, жестко. Оправдано. Идем дальше. Еще одна распространенная ситуация, когда делают дизайнерские квартиры на откосы. Вот, есть рама с окном и стены по бокам, это называется откосы. Там вешают зеркала, чтобы типа визуально расширить пространство, чтобы было много, и много света, соответственно, отражалось. Но иногда происходит такая тема, что от зеркала отражается на какой-то внутренний объект, типа гадального шара или аквариума, или еще какой-то преломляющий, собирающий лучи. И даже этого хватает, чтобы начать подпаливать все жесточайшим образом. И вот представим, что стоят у вас торфяные горшочки с шерстью внутри, и вы еще спички там храните. Ну, хуй вас просышь. Ну, почему черт не шутит, не знает о такой ситуации, бывает. Ждем. Чем больше рыб в аквариум запустите, тем менее пожароопасная ситуация происходит. Сами понимаете, они загораживают свет и мешают всему загореться. Я вижу дымок. Даже несмотря на то, что стакан у нас не черного цвета. Начинает образовываться уголь. О, пошло. Я слышу звук. Какая-то шерсть начала там загораться. Что же произойдет? Вообще никаких предположений у меня. Какая-то спичка загорелась, но, блядь, огня не было при этом. Но температура там продолжает увеличиваться, насколько я вижу. Ну, а огонь-то будет сегодня, блядь, какой-нибудь? Может, это Ах ты ж, ёптыш. Поддуть? А есть огонь-то вообще. А я дую, как будто есть. Во, все. Все, пиздец, пожар гарантирован. Ни в коем случае не ставьте зеркало, аквариум и 3 стаканчика из торфа с шерстью и спичками. У меня еще кое-что для вас сегодня есть. Это не последняя пожароопасная ситуация. Идем дальше. Не только сконцентрированное и преломленное солнце вызывает неприятности, но также набранная энергия в каком-то замкнутом объеме. Например, в салоне машины. Вы знали, что температура на торпеде достигает 80 градусов? Вот мы сегодня и проверим, что произойдет с аккумуляторами, с зажигалками и бумажной, блядь, тарелкой. Бэм! Печку мы специально настроили на 90 градусов, чтобы, ну, типа у нас в районе 10% потери были. Подождем какое-то время. И посмотрим. Я побежал.
Хо-хо-хо-хо! Кто у нас был первый? Аккумулятор или зажигалка? Твою мать, еще что-то взрывается. С вами был Дай Крайстер, лаборатория БНБ. Увидимся через недельку. Или две. Фиг, это ваши эксперименты, блядь.